Здравствуйте, мои дорогие зрители! Добро пожаловать! Вы на Зеркальном Таро, и с вами Каролина. И сейчас давайте посмотрим ближайшие события, просмотрим все, и любовные отношения, и работу, какие-то перемены в жизни, которые происходят, да, если уже они идут идти, как пойдет дело, да, давайте посмотрим. Итак, любимые мои, не забудьте, прямо сейчас можете поставить лайк и подписаться. Для меня это будет очень важно и приятно. А мы начинаем. Итак, одной колодой поработаю. Колоду делю на 3 части. Каждая часть будет нам рассказывать, отвечать на наши вопросы. Итак, первая часть колоды расскажет нам сейчас, дорогие мои, о работе, о финансовых делах. Так, смотрим. Вот так вот, чтобы нам не мешало. Каких перемен ждать? Идет принятие какое-то решение, но это решение, возможно, будете вы принимать, а возможно, кто-то принимает решение. Например, если вы ожидаете, да, что вам скажут на работе, как дальше дело пойдет, да, или какой выбор сделает начальник. Вот идет прямо вот скоро-скоро, с минуты на минуту будет принятие какого-то решения. Да, видите, связано с мужчиной. От мужчины идет, скорее всего, по работе, потому что и вопрос у нас так о работе задан. Смотрите, карта справедливости очень часто у нас показывает, не зря, вот видите, на фоне таких многоэтажек прорисовано, то, что это госорганы какие-то, да, где вы работаете. Вот идет принятие решения у какого-то человека, который при власти, не зря у него меч в руках, да, потому что меч это власть, который у нас не глупый, да, добрался как-то до своей должности, да, то не глупый, конечно. Плюс стихия мечей всегда это у нас стихия воздуха, это интеллект. Вот его будет принято, у него какое-то решение. У него есть сила, у него есть власть, у него есть деньги у этого человека. И вы как будто, возможно, долгое время ожидаете этих зарплаты от этого человека, допустим, да, вот видите, долгое ожидание, и даже, возможно, чувствуете себя как-то, ну, обижены, может быть, на него, как чувство жертвы, видите, то, что он никак не соизволит, допустим, дать денежку. Либо вы ждете приглашения на работу и тоже думаете, да, ну сколько можно ждать. Здесь мы понимаем, что будут вам благодаря этому человеку открыты по карте мага все возможности. То есть ждете приглашения на работу — получите, ждете выплату какую-то — получите. Идут очень хорошие какие-то денежки, какие-то доходы, которые будут вас радовать. Смотрите, в будущем вам показано, что будет повышение какое-то, и вы будете выбирать, остаться ли, ну, в той позиции, в которой вы находитесь, либо все-таки принять предложение. Вот так бы я сказала. Так. У вас будет большая поддержка, идет вам от каких-то людей, которые любят вас, которые вами дорожат. Это могут быть друзья, подруги, но это также и родные люди. Поддержка — это не обязательно про финансы, это про сердечность, да, про понимание, про взаимопонимание. Смотрите, вам рекомендовано вот это предложение, которое придет, вот в связи с работой как-то оно будет, да, либо там, где вы находитесь, меняется что-то будет, либо даже вообще новая работа. Вот вам рекомендовано это предложение принять. Вы видите, какая карта идет? Здесь у нас пентаклевый туз был, да, мечевой, пентаклевый король. Здесь у нас туз жезловый и карта победы. У вас идут большие классные перемены по финансам. Вот, пожалуйста, десятка пентаклевая. Ничего не бойтесь, идите вперед. Больше того, здесь для кого-то может быть действительно показано, что у вас будет такой прорыв. Может быть, кто-то из вас хочет свое дело открыть. Тогда здесь большой вам совет. Ничего не бояться, идти вперед. У вас все получится. Карта просто великолепная вышла. Так. Колесо судьбы, колесо фортуны к вам поворачивается. А вот если не будете действовать и не примете никаких шагов, тогда можете быть очень огорчены. И может даже быть такой момент, когда сожаление о прошлом. Да, почему я бездействовал, сожалею, почему я не принял это решение. Поэтому здесь рекомендация двигаться, действовать, работать, ничего не бояться. И у вас будут большие успехи. Так, как для тех, у кого свое дело какое-то, свой бизнес, либо если вы работаете на каком-то, допустим, предприятии, там, в офисе и так дальше. Так, про работу, про деньги мы посмотрели. Теперь давайте посмотрим про любовь. И вот это
Пока молчу, что мы будем смотреть. Попозже скажу, хорошо? Но это будет тоже вам интересно. Итак, давайте посмотрим про любовь. Такие вопросы. К этой одной части колоды у нас будет несколько вопросов. Первый вопрос о том, кто сейчас на паузе. Посмотрим, как он там. Будет ли возвращаться, да, будет ли проявляться. Второй вопрос будет новое знакомство. А третий вопрос будет, если вы, допустим, ну, в долгих стабильных отношениях, да, то, возможно, там у вас тоже есть какие-то моменты, которые нужно прояснить. Итак, первый вопрос, кто на паузе, проявится или нет. Тяжело ему сейчас, на душе тяжело. Старается, знаете как, работай, себя отвлечь, работать и как можно больше работать, знаете, и в этот момент стараться меньше думать о каких-то проблемах сердечных. Видите, у него есть проблемы сердечного характера. То есть от того, что он на паузе, он и сам страдает тоже. Ему одиноко, ему плохо. Ну, а седлает уже коня. Вы знаете, невзирая даже, далеко он или близко ли он, да, может быть, это у вас роман в интернете, виртуальный роман, он седлает уже коня. Этот человек скоро проявится. Ему очень без вас плохо. С чем придет, давайте посмотрим. Вот проявляешься ты с чем приходишь? Что предложишь? Ну, прежде всего, предложит разобраться в чем-то. В чем-то вы не разобрались, не поговорили. Что-то есть еще закрытое, тайное, недоговоренное. У него будет предложение проговорить какие-то непонятные ситуации. И еще у него есть предложение выйти все-таки на стабильность. То есть сохранить ваши отношения, чтобы они были стабильными, без вот таких качелей. Человек действительно, да, не может вас забыть и будет действовать. Скоро-скоро проявится, ожидайте. Это тот, кто на паузе. Так, а давайте еще один вопрос. Если он виноват, ну, по вашему мнению, он понимает, что он виноват? Он осознает? Вы знаете, здесь вышла карта влюбленная, старший аркан. То есть он считает, что вы правы. Значит, если вы считаете, что он виноват, значит виноват. Осознает и раскаивается. Вот так вот. И ваше мнение для него супер-супер важно, гипер важно. Так, теперь мы посмотрим новое знакомство. Новый человек. Так, с человеком с этим вас ведет судьба где-то на какой-то вечеринке, на какой-то встрече, на каких-то гуляночках, так бы я сказала. Человек этот сейчас как раз приходит в себя, скажем, после какого-то расставания. Он ушел из отношений. В отношениях, может быть, что-то не очень красивое было пережито, но туда он возвращаться не хочет, не собирается. Смотрите, какой он вас будет видеть. Яркое, активная, жизнелюбивая, привлекательная. Вы как то солнышко, знаете, на которое, к которому все стремятся. То есть вы его очень-очень увлечете. Кстати, возможно, по работе познакомитесь. Или на работе. Или это будет как-то связано с деловой активностью. Так. Ну что, мужчина, о котором можно только мечтать, получается так. Вы знаете, вы будете очень друг к другу подходить. Вот эта колода всегда говорит, что в паре будут люди похожи даже друг на друга. В чем похожесть? Ну, не обязательно внешне. Хотя, может быть, и внешне будете похожи, когда будут люди вам говорить, да, вы что, брат и сестра? Так бывает. Вот. Но можете быть очень похожи внутренне. Похожи видеть мир. Любить одинаковую музыку, да, одинаковые фильмы, там, увлекаться чем-то похожим, спортом, допустим, да, или там вы собачек, кошечек очень любите и так дальше. Здесь идет такое, знаете, знакомство, такое ощущение, что и вы, и мужчина, вы будете, у вас позади довольно тяжелые какие-то отношения были. И вы устали от этой тяжести и от этих осколков. И будет хотеться чего-то свежего, нового, а самое главное, взаимопонимание. Вот вам будет хотеться, чтобы вас понимали. И ему то же самое, понимаете? И вы друг в друге найдете вот это взаимопонимание. А это очень дорого стоит.
Но события будут развиваться очень стремительно. Мужчина здесь показан рыцарем жезловым, да, скачет тут к вам на коне. А вы показаны пентаклевой королевой. Это женщина взрослая, это женщина, скорее всего, успешная, да. Любите красиво выглядеть, хорошо одеваться, знаете себе цену. То есть, возможно, ну, уроки вот этой юности, да, когда мы потеряны, когда мы не знаем, как себя вести с любимым мужчиной, особенно если он себя ведет неправильно. Эти уроки вы давно прошли, поэтому вы здесь, ваша пара будет базироваться уже на вашем тоже опыте, знаете. И здесь какие-то отношения, которые будут развиваться очень стремительно, вот так бы я сказала. Тут вот познакомились, почувствовали, да, что вы подходите друг к другу. И все понеслось, как говорится, понеслось и полетело. Вот, и у нас осталось несколько карт. Давайте посмотрим для тех, кто в браке, допустим, либо в таких серьезных длительных отношениях. Может быть, вам что-то тоже интересно на эту тему. Так, сразу вышел мужчина жезловый с картой страхов ночных и с картой слежки. Так, здесь так может быть. Либо мужчина, которого мы рассматриваем, у него есть переживания. Может быть, переживания, что за ним следят, да? Что женщина лезет в его телефон. Вот. Наблюдает как-то за ним. Вот. Либо мужчина сам наблюдает за женщиной. Понимаете? Подслеживает. Но это же не как в кино, да, что он ходит там, сыщика нанял и подслеживает. Это вот у нас телефоны, соцсети и так дальше. Вот мужчина вышел у нас с таким страхом, со страхом слежки. Ну, возможно, о, пожалуйста, прямо на него вышла кубковая королева. Смотрите, в этой паре есть любовь. Мужчина женщину видит привлекательной. Даже если вы долгие годы вместе, все равно вы для него остаетесь привлекательной. И вы любите тоже этого мужчину. И здесь есть большой страх, чтобы ваша любовь не рассыпалась, не развалилась, да, чтобы не произошло какого-то крушения. Из-за, вот, может быть, недоверие появилось, понимаете? Недоверие может быть. И теперь есть страх, чтобы не развалились ваши отношения из-за недоверия. Здесь показан еще один мужчина, либо, это же у нас два огненных короля, либо это один и тот же человек, который просто, ну, как бы, как говорится, лезет в кадр, да, показывает, что он страдает, ему плохо, что он не хочет потерять эту женщину, что он ее любит. Вот, возможно, что, вот, пожалуйста, императрица, да, это же и есть главная женщина, это и есть жена, это и есть главная женщина для мужчины. Ой, взаимная любовь, все есть. Девочки, если у вас сейчас в семье, либо в вашей паре, которая долго вместе, есть проблемы, пожалуйста, сохраните ваши отношения. У вас все есть для того, чтобы вы были счастливы. Может быть, вот, ну, зародилось какое-то недоверие, да, из-за чепухи, и вы теперь это недоверие отравляет ваши отношения, а они, у них очень прочный фундамент, понимаете? И вы по жизни должны идти вместе. Вы друг другу по судьбе. Вот так я бы сказала. Давайте посмотрим. Мужчина этот, вот он, пара вам идет. Видите, император с императрицей. У вас идет взаимность. Но есть иногда, смотрите, кто-то из вас в вашей паре может иногда другого не слышать. Вот как этот пенек на голову одел, и не слышу, да, не слышу, не понимаю. Может быть мужчина, может быть женщина, но вы с этим можете справиться, да, и сохранить вашу любовь. Потому что здесь точно я вижу, что есть чувство и есть такое, знаете, вы как красной ниточкой связаны друг с другом. Вы должны быть вместе, вы друг другу по судьбе. Поэтому вам надо прямо сесть и поговорить, а не уходить в себя и перекрывать вот эти друг другу ниточки. Понимаете, снять наконец-то вот этот вот колпак, этот пенек этот снять со своей головы. Возможно, это уверенность, например, что мужчина изменяет. Вот он уже всяко доказал, что нет, а женщина уперто говорит да. Вот уверенно, да, снимите, выбросите это. Мужчина любит вас и хочет быть с вами рядом. И сегодня, и завтра, и всегда. Вот карты так говорят. Кто пришел ко мне на расклад, воспользуйтесь этим советом моим, да. И третья часть колоды. Давайте мы сейчас посмотрим, любимые мои.
то, что я вам и обещала. Здесь будут ответы на ваши вопросы. Прямо сейчас формулируйте вопрос, и я вам дам ответ, да или нет. Задавайте свой вопрос, задавайте, и вот вам ответ. Пока что нет, то, что вы спрашиваете, но в дальнейшем идут перемены, что-то будет меняться. По колеснице, однозначно колесница — это колесо крутится, то есть что-то будет переезжать с места, да. Спрашиваете, например, о работе, там, будет ли у меня переход с одной точки, с одного места на другое. Пока нет, но дальше потом будет, да. Или переезжать собираетесь, будет ли переезд, да. Будет ли предложение от мужчины, пока что нет, но в будущем, да. Поняли? Так, это у нас первый. Первый вопрос, первый ответ. Дальше. Формулируйте. Смотрим ответ. Так. Здесь однозначно да. Показана здесь женщина, у которой есть свои какие-то мечты, планы, надежды, вера, а может быть, ей кажется, что это иллюзии, о чем бы вы сейчас не спросили. Но карты говорят о том, что вы это что-то, о чем вы спрашиваете, получите. У вас точно это будет. Это может быть мужчина, ваши мечты, ваша любовь. Это могут быть деньги. Все-таки эта карта показана пентаклевым королем. Да, может быть, вы работу хорошую ищете, либо ждете, чтобы вам там долг, например, кто-то отдал, да. Все, что здесь ищет женщина, ищет человек, который смотрит этот расклад, все, что вы спрашиваете, получите либо нет, да, вы получите. Это будет в ваших руках. Так, еще один вопрос задавайте. Сформулировали? Смотрим. Так, здесь однозначно да. Почему? Во-первых, так хотят небеса. Карта судьбы вышла. Во-вторых, две карты дороги. То есть ваша вот эта мечта, ваш вопрос идет к своему воплощению. Есть дорога, да? Дорога туда, куда вы спросили. И третья карта у нас это всегда какие-то первые шаги к строительству того, чего вы задумали, да, кто-то строит дом, кто-то строит отношения, кто-то еще что-то, то есть, да, не сказать, чтобы быстро, целых две карты дороги, но судьба вам будет благоволить, и в итоге вы получите, скоро начнутся какие-то перемены, как первые кирпичики вот этого вашего дела уже будут закладываться. Так, загадывайте. Вопрос. И смотрим. Так, а здесь у нас вышла карта дьявола. Карта дьявола, но солнце, а это у нас как бы карта Бога, да, сошлись. То есть будет какой-то поединок, какая-то будет игра, связана с вашим вопросом. И поединок здесь будет очень мощный. То есть как бы добра и зла, света и тьмы, да, и в итоге в этом поединке выигрывает, конечно, солнце и, конечно, свет. Если бы так ни было, да, планеты Земля бы уже не было. Плюс последняя карта нам об этом говорит, видите, да, сердце человека, рыцарь кубковый здесь показан, то есть, значит, сердце ваше будет довольно, да, вот этим результатом этого поединка. Может быть, кто-то задал вопрос, например, а будет ли выздоровление, да, вот вам, пожалуйста, борьба света и тьмы, да, здоровья, допустим, и нездоровья, да, будете здоровы. Либо у кого-то может быть вопрос, какой-то поединок реально с соперницами есть, да, с соперником или соперницей. Видите, прямо вот борьба идет. Человек продумывает шаги, куда идти, что делать, как поступить. И вы будете в итоге довольны. То есть здесь ответ для вас положительный, в плане вы будете довольны. Итак, еще один вопрос. Давайте уже последний. Загадайте. И мы смотрим. Так. Да или нет? Да или нет? Так, ответ да.
Знаете почему? Потому что начало у нас вышло сразу с кубкового туза, да? То есть человек, как бы ни развивались дальше события о вашем вопросе, в вашем вопросе, человек будет в итоге доволен. Да, боже мой, да тут еще и пентаклевый туз вышел. Да, будете довольны. Да, решится так, как вам хотелось бы. Да или нет? Да, решится со знаком плюс. Подсказка есть небольшая. Будет тягомотина в решении вашего вопроса. Вышло вот болотце, видите? То есть, ну, вот вы решаете какой-то вопрос, да, он решится, он будет все для вас со знаком плюс. Но долго, нудно, могут потеряться какие-то бумажки, если вы их там что-то с бумагами решаете, да. Либо какой-то человек, да, звено, вот, ну, звенья, да, вот ваши шаги, вы делаете шаги для того, чтобы решить какой-то вопрос. И какой-то человек начнет или тупить, или болеть, да, вот не выходит на работу, потому что заболел. Все, дело приостановилось, как бы надо ждать, пока он выйдет. То есть какое-то болотце будет. Но в итоге, пожалуйста, шикарные сошлись два туза, видите, кубковый и пентаклевый. Будете и довольны, и результат свой получите. Но сегодня очень хорошие у нас ответы. Вот как не говорите, да? Поставьте, пожалуйста, лайк. Пусть сейчас самое лучшее сбудется для вас в этом гадании. И приходите ко мне еще. Спасибо вам, любимые мои. До новых встреч.